Если у вас геймерская мышь, вам необходимо настроить DPI. Вам необходимо выставить значение, равное 1000-1400. Интерфейс настроек для вашей мышки может отличаться. Гуглите, господа. Также вам необходимо настроить боковые клавиши мыши для управления углом тангажа, при условии, что у вас игровая мышь и в наличии данные клавиши. Для начала нужно настроить соответствующие клавиши в игре, а затем и на самой мышке, в соответствии с цифрами на картинках. Клавиша 1 отвечает за тангаж вверх, клавиша 2 за тангаж вниз. Необходимо также настроить чувствительность мыши для самолета. Многие летчики выставляют эту чувствительность на 1. Это максимальное значение. Поначалу может быть дискомфортно, но к этому привыкаешь. Пилот таким образом может более активно маневрировать. Но автора устраивают и такие настройки. Найдите свой дзен путем проб и ошибок. По настройкам все. Но следует не забывать, каждый раз, когда вы заходите в игру и респаетесь на континенте, не забывайте отдалять мини-карту, используя закрывающую и открывающую квадратные скобки. Таким образом, вы будете получать больше информации по карте. Оборудование самолета. Основные модули, необходимые для воздушного боя. Я хочу отметить, все, что будет ниже, это не аксиома. Это лишь видение автора. В конечном итоге каждый выбирает то, что ему больше по душе. Итак, в начале своей летной карьеры вы можете не беспокоиться о покупке носового орудия. Стандартный М18 Нидлер очень хороший вариант, так как сбалансирован хорошо. Это же относится и к авиации других фракций. Это орудие точное, хорошая настильность, кучность, хороший урон. На крылья вы можете поставить баки. Это хорошая вещь для выживания, так как наше выживание напрямую зависит от наших возможностей к маневрированию. Но хорошим подспорьем являются противовоздушные ракеты. Их два вида – Coyote Missiles и Tomcat A2AM Pods. Первые выпускают 6 ракет одним залпом, имеют автонаведение на воздушную технику. При стрельбе нужно, чтобы ракеты пролетали как можно ближе к врагу, иначе цель не будет поражена. Вторые выстреливаются по одной ракете, и лочить противника нужно самому. Если вы все-таки решаете использовать противовоздушные ракеты, рекомендую первый вариант – Койоты. В модуле устанавливаем первый модуль Fire Suppression – пожаротушение. Прокачиваем до конца. Используется на клавишу F. Использовать по следующей схеме. Первый вариант – бой 1 на 1. Использовать, как только ваш самолет загорелся. Таким образом, вы сразу потушитесь, и еще некоторое время будет ремонтироваться самолет. Второй вариант – бой против нескольких противников. Использовать, когда вам сняли первую четверть здоровья. Если вы продержитесь в бою достаточно долго, то пожарка откатится, и вы сможете использовать ее еще раз. Это может вас спасти. Второй модуль – Vehicle Stealth. Вас не видно на миникарте, вас лочат дольше. Третий модуль Hover Stability Airframe. Более быстрая остановка, лучшая стабильность, положение двигателей. Основные модули, необходимые для противодействия наземной технике. Носовое орудие М14 Банши. Хорошее носовое орудие для поражения пехоты. Имеет небольшой сплэш, что позволяет поражать цели за укрытиями. Крыльевое вооружение Hornet Missiles. Запускается по 2 управляемые ракеты. Ракеты направляются туда, куда смотрит нос вашего самолета. Что касается модулей, то от предыдущего варианта отличается только одним. Вместо Vehicle Stealth ставите Nanite Auto Repair System. Этот модуль будет чинить ваш самолет после того, как вы определенное время не будете получать урон. Основы пилотирования. Основные понятия. Тангаж. Угловое движение летательного аппарата или судна относительно главной горизонтальной поперечной оси инерции. В авиации различают положительный тангаж с увеличением угла, подъем носа, отрицательный с уменьшением угла, это опускание носа. Тангаж мы настраивали в первой части на клавиши мыши. Рысканье. Угловые движения летательного аппарата судна относительно вертикальной оси. Также вертикальная ось самолета, а также небольшие изменения курса вправо или влево, свойственные судну. Рысканье в игре осуществляется клавишами А и D на клавиатуре. Крен – это поворот объекта вокруг его продольной оси.
Крен в игре осуществляется ведением мышки влево и вправо. Тяга положительная и отрицательная. В игре это набор высоты, это положительная тяга, и сброс высоты, это отрицательная тяга, посредством клавиш пробел и Ctrl соответственно. Стрейф. Стрейф горизонтальный. Горизонтальное движение самолета влево-вправо без набора высоты. В игре осуществляется удерживанием клавиши тормоз, клавиша S, креном влево или вправо и одновременным удержанием клавиши пробел, положительная тяга. Стрейф вертикальный. Вертикальное движение самолета вверх-вниз посредством использования положительной и отрицательной тяги, клавиши пробел и Ctrl. Стрейф вертикальный или горизонтальный с применением реверса. Это вышеописанные варианты стрейфа, но с использованием форсажной камеры, клавиша Shift. Этот метод сложен тем, что вам необходимо контролировать положение двигателей. Они должны быть в вертикальном положении. Стрейф смешанный. Движение самолета в разных осях. Возможно применение форсажных камер. Пример. Выполняете горизонтальный стрейф, но в нужный момент отпускаете пробел, положительную тягу, и нажимаете Ctrl, отрицательная тяга. Таким образом, вы совершаете стрейф в одну сторону, как бы лесенкой. Воронка. Маневр воронка – это движение самолета в воздухе вокруг неподвижной цели. Нос самолета во время всего движения направлен на цель. Этот прием используется для поражения наземных малоподвижных целей. Сандеры, танки, пехота. Используя этот прием, вы можете эффективно поражать цели, при этом находясь в относительной безопасности, так как ваше движение усложняет прицеливание по вашему самолету. Выполняется следующим образом. Вам необходимо сбросить скорость, удерживая клавишу тормоза S на протяжении всего маневрирования, совершить крен и понемногу добавлять положительные тяги. Тангажом, рысканием доводить нос самолета на цель. При необходимости сбросить скорость, использовать отрицательную тягу. Несмотря на кажущуюся сложность, легок в освоении и применении. После нескольких удачных применений вы почувствуете самолет лучше и сможете регулировать дистанцию до цели. Также возможно использовать совместно с форсажными камерами. Пример. Для быстрого отдаления от цели. Для выхода из маневра с уходом. Для быстрого смещения по круговой траектории. Реверс. Маневр реверс – это самый основной и часто используемый в авиации прием. Он позволяет более динамично выполнять стрейфы, а также используется в других пилотажных трюках. Самым важным в выполнении этого маневра это хороший контроль положения двигателей. Они должны быть повернуты перпендикулярно главной оси самолета. Самый простой способ почувствовать реверс – посадите самолет, далее нажмите клавишу тормоз S, удерживайте на протяжении всего маневра эту клавишу. Следующий шаг – нажмите и удерживайте клавишу на мышке отрицательный тангаж и практически одновременно Shift, выброс из форсажных камер. Следующее упражнение. Зависните в воздухе, дождитесь, когда двигатели примут вертикальное положение, и повторите все действия предыдущего упражнения. Третье упражнение. В нем важно следить за конденсационным следом на крыльях самолета. Выполнять упражнение надо от третьего лица. Шаг 1. Наберите горизонтальную скорость. Шаг 2. Выполните полубочку. Грубо говоря, переверните самолет кабиной вниз. Шаг 3. Нажмите и удерживайте пробел. Шаг 4. Практически одновременно с выполнением шага 3 нажмите и удерживайте клавишу отрицательного тангажа на мышке, то есть нос вниз. Шаг 5. Теперь время обратить внимание на конденсационный след. Это белый дымок от краев крыльев самолета. Как только этот след пропадет, время нажать на Shift, выброс из форсажных камер. Постарайтесь запомнить эти 5 простых шагов. Не торопитесь, проговаривайте про себя эти шаги.
Делайте упражнения не торопясь, и у вас получится совершить маневр реверс. Этот маневр применяется для встречного боя, когда противник на хвосте и дистанция до противника позволяет с минимальными потерями выполнить эту фигуру пилотажа. Практика пилотирования. Уход от локов, скайгардов. Здесь все просто и коротко. Если вас лучит пехота или вас пытается поразить скайгард, молния с противовоздушной пушкой, вам нужно резко уйти на низкие высоты и уходить за горы или любые другие укрытия. Встречный бой с уходом и без ухода из поля видимости противника. В ситуации, когда вам на хвост сел противник, в большинстве случаев вам необходимо сразу развернуться к нему носом и дать бой. И использовать знания, полученные выше. Маневры для встречного боя мы рассмотрели в предыдущих частях. В остальных случаях, когда дистанция позволяет, и вы видите по курсу какие-либо укрытия, летите за укрытие, всячески маневрируя. За укрытием вы уже безопасно можете развернуться носом к врагу и достойно его встретить. Особенности ведения боя против скайгарда Галлы Либератора. Противодействие скайгарду. Что-то противопоставить вы можете только скайгарду, который вас не обнаружил. Уничтожать его необходимо только противотанковыми ракетами. При этом иметь укрытие в случае преждевременного обнаружения вас. Если вы заточены на противовоздушный бой, не стоит даже ввязываться в противостояние со скайгардом. Противодействие Галле. Все просто. Больше всего мертвых зон для стрелков Галлы снизу, значит наша цель пузико Галлы. Противодействие Либератору. Автор предпочитает воевать против Либератора нос к носу, так как от носового орудия очень просто увернуться. Заходить для атаки нужно сверху. Остерегайтесь атаковать Либератор снизу. Во всех случаях хорошим выбором будет держать дистанцию и не допускать ближнего боя. Улучшение личного эйма. Качество точности своей стрельбы вы можете повысить, стреляя из стандартного носового орудия без применения ракет по пехоте. Лучший вариант – это догфайт. Договоритесь с кем-то из вражеской фракции о совместной тренировке или с кем-то из друзей своей фракции. В последнем случае вам нужно создать отряд, купить москиты с пожаротушением, обменяться москитами и в бой. Работа в звене. Ведущий, ведомый. Если вы работаете в звене или парами, придерживайтесь построения ведущий-ведомый. Ведущий всегда спереди, ведомый следом. Соблюдайте разницу высот и дистанцию до друг друга, чтобы не мешать ведению огня и избежать столкновений. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Ваш хвост – это в первую очередь ваша проблема. При преследовании вами врага с целью добить, к вам на хвост садится другой враг. Вы должны немедленно отреагировать на это. Если вы продолжите преследование первого врага, ваша участь незавидна. Помните, жадность губит. Контроль зоны боевых действий, инфа, помощь, карты в поиске противника при малом онлайне. Всегда следите за положением дел по миникарте. Информируйте звено об обнаруженных противниках. Не отвлекайтесь на наземную технику, если вы заточены на уничтожение воздушной. Не вступайте в бой, не известив о своей цели звену. При малом онлайне можно открыть карту и с помощью указателя мыши найти пилота противника. Просто следите, как враг перемещается по гексам. Если это перемещение очень интенсивное, скорее всего это пилот. Уничтожьте врага. Когда и как кооперироваться? Вопросы совместных тренировок. Данные вопросы вы можете обсудить в игре или дискорде со мной, Самчик TR или Адит. Устанавливайте Discord, это программа для голосового общения. Спасибо всем за внимание и до встречи в небе.